Итак, это мое третье видео из Доминиканской Республики и второе из Санто-Доминго. Санто-Доминго я решил разделить на две части по 20-30 минут для того, чтобы узнать больше о том, нравятся ли вам короткие видео или большие. Да? Тем не менее, из этого видео вы узнаете больше об этом городе, увидите достопримечательности, цены и решите для себя, хотите вы посетить этот город или оставите его на следующую жизнь. Мое мнение, город, в общем-то, неплох, со своими причудами, но жить можно. Одним словом, наслаждайтесь просмотром, ставьте мне лайки, комментируйте, наслаждайтесь Санто-Доминго и решите для себя, нужно оно вам или нет. Кстати, Санто-Доминго обозначает Святое Воскресенье. Этот город был основан в воскресенье, поэтому его назвали Святое Воскресенье. Собственно, вполне, в принципе, логично. И основан этот городок был братом Колумба. Дай бог памяти, как его зовут, не помню. Ну, короче, братом Колумба. Одной из главных достопримечательностей является дворец президента Доминиканской Республики. Выглядит очень живописненько. Думал его поснимать и полетать над ним. Но вот когда мы подошли к дворцу президента, мы услышали рев двигателя вертолета. Видимо, местный царь собрался куда-то на пьянку лететь, а нас об этом не предупредил. Тут же выбежала куча военных каких-то и начало нас куда-то отгонять, посылать, так сказать, в долгий эротический поход с различными приключениями. Так что вот, что успел, то и снял. Вот такая срань в 5 метрах от дворца, так сказать, местного президента. Вот я и добрался до площади Независимости. Это небольшой сквер в центре города, где расположена старинная арка, что являлась входом в город. И находится она здесь с тех самых времен, когда город был построен. Спой, птенчик. Ну а сейчас, можно сказать, за этими воротами начинается старый Санто-Доминго. Как вы видите, перед воротами имеется небольшая аллейка с монументами исторических деятелей Доминиканы. Санто-Доминго является самым старым городом в Южной Америке. Открыл это местечко еще Колумб. Ну и, собственно, первый, кто и зародил городок здесь. Первое поселение. Вот такие ворота в город. Это белое монументальное здание является алтарем Родины Доминиканской Республики. По сути, это мавзолей, где хранятся тела 3 отцов-основателей Доминиканской Республики. Испанские имена для меня нелегки, так что, кому интересно, можете загуглить, как их звали. Женщина светофор с рацией в руках. Здесь тормозит. Кто-то переговаривается, видимо, в другом перекрестке. Ну, вот такая вот женщина-светофор. Видимо, экономней поставить человека, чем построить светофор. Это местный Фидель Кастро, по всей видимости. Старый город Санто-Доминго называется колониальной зоной. И в центральной части колониальной зоны имеется пешеходная улочка Эль Конде, пройдя по которой вы найдете лавочки с сувенирами, очень много арт-лавочек, где вы можете приобрести картины. Знает, чем заманить клиента. Чувак только что предложил немножко марихуаны, а в 10 метрах от него полицейский стоял. То есть, какой арт, смотрите. Там арт продают. Лотерейка, везде лотерейка. И провода даже здесь, на центральной улице. Пацаны залипли на пару часов. И венчает эту улицу Палацио Консисталь. По сути, это сити-холл, самый древний в Южной Америке.
был построен в 502 году, ну а в данный момент он является историческим музеем, который вы можете посетить. Сам подрос. Он у нас такой заливший. Эльминеру называется. Шахтерчик. Рядом с Сити-Холлом вы обнаружите парк Колумба, в центре которого вы обнаружите статую Колумба. Как говорится, а Колумб ни в чем не виноват. То есть это статуя Колумбу. Колумб открыл не только Америку, но, по всей видимости, Доминикану. Они ставят везде его памятники, монументы. Все называют его именем. Одним словом, Колумб получает здесь огромный респект. Главное на этой площади не быть, так сказать, помеченным голубями. И жизнерадостные доминиканцы. Кафедральный собор Санто-Доминго. Находится он сразу за спиной памятника Христофору Колумбу, прямо в центре старого города. Снимать там на самом деле нельзя, но я вот как смог, так снял для вас. Вход туда платный, около 4-5 евро. Построен собор в 514-541 годах и является самым старым собором Америки. Само здание микс готики и барокко, и если вас радует средневековая архитектура, это здание вас порадует точно. Yeah? Where you from? Yeah, I have been in capital today. Where you from? From hell. Europe. Finlandia. No, hell. Where? Hell. What did he say? That's a Europe? No, hell it's beside paradise. Pararai, El Paraíso. The paradise, hell, you know, it's beside each other. That's a how's your language? What's your name? Your language? I speak two languages, Russian and English. Oh, говори по-русски. Да, говорю. Okay. Why don't take a little tour to see to the old city? My name is Ray Mohammed Turigai. In 1 hour, we can have a little tour because tomorrow is Sunday. Too many people. In Monday, almost so o'clock. Tomorrow morning I fly to Colombia. Oh, to Cartagena. No, Bogota. Oh, beautiful city. Bogota. You can. Why don't take a little tour in 1 hour? We already have been there. My name is Raymond. You can see the old museum in 1 hour working tour. Yeah, we already have been today. Yeah. А ты говори по-русски, дай. Да, Хорошо. говори, да. Пока, Да, хорошо. да, все, хорошего дня. У меня такое впечатление, что вся Доминикана скупила эти автобусы школьные 70-х годов из Америки и возит на них и рабочий класс, так сказать, на стройке и так далее. Но реально на них до сих пор на многих написано school bus и все такое. Забавно выглядит, не правда ли? Современное искусство. Ну, вид со стены старого города как-то, конечно, очень уж не очень. Как-то вот не очень. Очень не очень. Площадь Испании находится в самом сердце старого города. На ней находится большое количество ресторанов, баров и различные музеи. В любом случае, если вы будете в Санто-Доминго, вы должны это место посетить. Ресторанчики, конечно, с туристической ценой, но если сильно хочется, то можно. Ребят, ну вот смотрите, вот видите, две девушки одеты в бальных платьях и с шариками 1,5. Это означает la quinceañera, то есть когда девушкам исполняется 15 лет, это возраст, когда девушки становятся женщиной, и они меняют кроссовки на каблуки. Это у них традиция, каждая девушка должна иметь в Латинской Америке свои пенсионеры, то есть мексиканцы, мексиканки, доминиканцы и так далее. Откуда это идет? Извините, не знаю. Но знаю, что у моих подруг это было.
Дворец Диего Колона. Диего Колон – это сын Христофора Колумба. Он построил этот дворец, когда стал вице-королем Испании и Индии в 1509 году. Дворец насчитывает 50 комнат. Немножко урбанистики. И в нем планировались все знаменитые завоевания и походы испанцев в первой половине XVI века. В 1586 году дворец был разграблен пиратом Дрейком. И не только разграблен, но и разрушен. Дворец был восстановлен лишь в 1950 году. Здание уцелело только наполовину, так что в данный момент мы можем видеть только малую часть того, что было построено на самом деле. В выставочных залах дворца можно увидеть утварь и быт конкистадоров. Такую елочку нарядили доминиканцы. Елок у них нет, но вот как смогли, одним словом. Вот так вот и нарядили. Кока-кольная елка. Да. Неподалеку от площади Испании находится музей моря. Билетики, как не для местных, стоят по 7 евро. Очень современный, интерактивный и интересный музей. А вот он макет Санта-Марии, на который плавал, собственно, Христофорио Колумбиус, так сказать. Посмотрите, какая интересная экспозиция. Чувствуете себя как будто в трюме корабля. Также можно посмотреть фильм о том, как Христофор Колумб прибыл на этот остров. После этого музея я узнал больше о том, как испанцы пересекали Атлантику, и о том, как Христофор Колумб наехал на этот остров. Вообще здесь очень полюбил музейчики. В них всегда прохладненько. И можно отдохнуть от жары. Очень рекомендую любой музейчик. Короче, в Доминикане все номера на машинах стоят сзади. Спереди их вообще нет. Но вот пацаны, нормальные пацаны районные покупают немецкие номера и ставят спереди. Сейчас посмотрим, какие у него номера сзади. Натуральные номера. А вот натуральные номера. Так, собственно, и живут пацаны в доминиканских районах. Я какой-то собиратель свадеб в Доминикане. Вот еще одна. Набрели на музей Рома. Никакого экскурсовода нам вроде как не предоставили, и мы пошли побродить по этому музею. Честно говоря, экспонатов здесь не так уж и много. Вот немножко браги, самогонный аппарат, так сказать, перегонный. Создан этот самогонный аппарат. И очень шумный бар, в котором вы можете попить разные виды рома. Овсянки очень аппетитные ходят здесь. Довольно-таки симпатичненький внутренний дворик. Музей небольшой, но минут на 15-20 зайти можно. Если, конечно, не засидеться в баре. Ребзя, я из Дублина, и у нас на каждом перекрестке находятся бары. Но в Доминиканской республике находится на каждом углу разливушки. Вот одна разливушечка, вон другая разливушечка. По поводу питания в Санто-Доминго мне было нелегко.
вегетарианской еды у них немного, везде предлагают рис бобы, которым со временем возникла неприязнь. Но слава кокохам мы зарулили в офигенский ресторанчик. Райский уголок прям. Очень живописный. Я себя почувствовал участником фильмов из 90-х про какую-то бангкокскую мафию. Все, я в кино. Местечко называется вот так вот. Мессон ди Пари. Патримоний гастрономический, доминиканский, 1979 года открыт. Ценнички здесь вот такие вот. Очень хороший цены. Везде какой-то тростник растет и такой шикарненький ресторанчик. Приятно подкрепившись, мы двинулись дальше. ¿Cómo se llama la piedra? Larimar, solamente existe acá en la República Dominicana. Larimar. Камень называется Ляримар, какой-то магический камень Доминиканы. Если хотите, вот можете себе приобрести. Мы зашли в один типа специализированный магазин, там было 80 евро за колечко. Потом зашли в туристический, там было 2 тонны. А здесь сколько стоило, Виктория? $10 маленькие, большие 30. То есть по сравнению с магазином это Вообще, в 2 раза. в 2 раза дешевле, чем в магазине. Да. То есть, если будете покупать, покупайте у чувачков на улице. Да. Если будете покупать. Какой-то местный музейчик шоколада. И скоро такой будет в каждой столице мира. No me importa. Puede ser en inglés, puede ser en español, no me importa. Мамахуанчик везде. Вот просто везде мамахуанчик присутствует. Мамахуанчик присутствует везде. Мамахуанчик косарик стоит здесь. Только мы вошли в музей, местный My Friend сразу начал нам что-то продавать. Сначала он продавал нам разные виды шоколада, а потом начал впаривать воркшоп. Я еще думал, это музей, это магазин. Я было дело даже удивился. Обещал обучить нас изготавливать шоколад из какао-бобов и просил за это дело всего $25. Мы было почти согласились, но они закрывались через час, и молодой человек предложил нам зарезервировать место на завтра, на что мы ему мягко ответили, что завтра мы уже улетаем. Мамахуанчик, видишь? Take it, put it down. Если что, мотайте на ус, это место недалеко от монумента Колумбу. Во время ночной прогулки набрели вот на такой вот обелиск. Если в Пунта-Кане на набережной отели с пляжами, все включено, то здесь, я смотрю, все отели с казино. Все те, кто любит порубиться в казино, вот я что-то подозреваю, что Доминикана очень даже хорошее место для любителей порубиться. Итак, это мои последние несколько минут в Доминиканской республике. Направляюсь я в сторону аэропорта. Взяли мы Uber. За Uber мы отдали 22 евро. В принципе, почему мы взяли Uber? Потому что общественного транспорта, оказывается, в сторону аэропорта у них в принципе нету. Он просто отсутствует. То есть вам по-любому придется потратить деньги на такси. То есть если вы застрянете, не дай бог, ненароком в казино местных, оставьте 25 евро на то, чтобы добраться до аэропорта. Надеюсь, вам понравились мои видео о Санто-Доминго и о Пунта-Кане. Найдете ссылочку где-то здесь рядом. Надеюсь, после этих видео вы примете решение для себя, посещать ли этот островок в Карибском море, либо оставить его на следующую жизнь. Одним словом, ставьте мне лайки, подписывайтесь на канал, а я отправляюсь дальше в своем путешествии по Южной Америке. Сегодня я лечу в Колумбию, город Богота. Надеюсь рассказать и показать вам как можно больше о этой стране. Так что увидимся в следующих видео.
Ребзя, в аэропорту мы столкнулись с такой проблемой. Во-первых, наш самолет перенесли на пару часов, но это даже оказалось плюсом, потому что нам, оказывается, здесь нужно заполнить какие-то миграционные документы, миграционную форму по выезду из Доминиканы и по въезду в Колумбию. Хотя нам и не нужна виза, и они как бы и не утверждают, что виза нужна, но вот форму какую-то надо заполнить. Слушайте, Ребзя, если вы из Доминиканы летите в какую-то другую страну Южной Америки, приходите пораньше в аэропорт, потому что нужно заполнять какие-то миграционные анкеты в Колумбию, хотя вам виза-то не нужна, но нужно все равно что-то заполнить. Потом вас расспрашивают, когда и как вы улетаете из Колумбии, где вы останавливаетесь и все такое. И это расспрашивает не таможенник, а человек, который регистрирует вас на рейс. То есть держите это в уме, приезжайте в аэропорт пораньше. Спасибо всем тем, кто смотрит мои видео, всем тем, кто лайкает, комментит и подписывается на мой канал. Да, спасибо всем тем, кто шерит мое видео. Огромное спасибо. Я продолжаю мутить эти видосики. По крайней мере, будет что на пенсии вспомнить. Да, и зовите меня в гости. Зовите меня в гости к себе. Я приеду к вам, и мы поснимаем что-нибудь вместе.